Адыгейские народные притчи. Обычай. В одном ауле был такой обычай. После свадьбы невестка не может разговаривать со своим свекром, только со свекровью. И вот, как-то раз поженились молодые люди. Привел муж жену к себе домой, а у него не было матери. Жена готовит, убирает, все делает. И свято чтит обычаи, не разговаривает со свекром. Отцу так хочется поговорить с невесткой, а она ни в какую. Тогда он зовет сына и говорит: «Сынок, зарежь бычка и собери всех аксакалов». «Ты что, отец? У нас после свадьбы осталось всего 2 бычка». «Не спрашивай зачем, сделай, как говорю». Не мог ослушаться сын. Зарезал бычка, собрал аксакалов. Пируют аксакалы, а невестка кушанье и вино подносит. В конце пира встает отец и говорит: «Уважаемые аксакалы, снимите обет молчания с моей невестки. Она такая хорошенькая, такая милая, такая старательная, ну просто не нарадуюсь. А со мной не говорит». Встает самый старый аксакал и говорит: «Ты очень уважаемый человек в нашем ауле. Ради тебя мы снимем обет молчания с твоей невестки». Наступило утро после пира. Отец проснулся, видит невестку. «Доброе утро, доченька!» «Привет!» «Доченька, принеси мне покушать». «Что, старый, не можешь сам взять?» «Доченька, дай попить». «Иди к колодцу и набери». И так всю неделю. Тогда он зовет сына и говорит: «Сынок, зарежь бычка и собери всех аксакалов». «Ты что, отец? У нас остался всего 1 бычок». «Не спрашивай зачем, сделай, как говорю». Не мог ослушаться сын. Зарезал бычка. Собрал аксакалов. Пируют аксакалы, а невестка кушанье и вино подносит. В конце пира встает отец и говорит: «Уважаемые аксакалы, наложите обет молчания на мою невестку». Тогда встает самый старый аксакал и говорит: «Ты очень уважаемый человек в нашем ауле, но чтобы понять обычай, тебе пришлось зарезать 2 бычков. Так давайте никогда не нарушать обычаи». Притча про деньги. За шумом дождя Лао не расслышал стука в дверь и пошел открывать только когда весь дом затрясся от сильных ударов. У ворот, держа на поводу навьюченного мула, стоял странно одетый человек. Он заговорил сначала не весть что, но потом, увидев непонимание, перешел на язык, похожий на здешний. «Я перешел через горы. Я устал и голоден. Можно ли у вас переночевать иностранцу? Мы рады тому, кто идет с миром. Заходи в дом, ты получишь еду и постель». Сон был крепок, а наутро путник увидел голубое небо, солнце и вершины гор. Время собираться в дорогу. «Прощай, хозяин, благодарю за ночлег. Вот, держи». «Что это?» «Это деньги». «Прости, но в наших краях нет ничего подобного. Объясни, зачем даешь ты мне эти предметы? Ты пустил меня в дом, накормил, дал новую одежду и еду на дорогу. Я же даю тебе за это деньги. Тот, у кого много денег, самый уважаемый человек». «Спасибо, я понял. У нас нет такого обычая, но я вижу, что он мудр. Прощай. Да помогут тебе боги». Через час Лао был в доме у кузнеца. «Сделай мне, мастер, 100 дисков со знаком моей семьи. Мой сын поможет тебе. Дело в том, что вчера вечером пришел ко мне один чужестранец, и он рассказал...» А некоторое время спустя по всей этой небольшой стране распространился обычай: если кто-то делал другому человеку приятное, тот давал ему серебряный диск со знаком своей семьи. Эти диски хранят дома или мастерят из них ожерелья. И человек, у которого много денег, самый уважаемый человек. Поцелуй красавицы. Жила-была девушка несравненной красоты,
но у нее не было ни мужа, ни жениха. Дело в том, что рядом с ней жил мудрец, и он сказал: «Тот, кто решится поцеловать красавицу, умрет». Все знали, что мудрец никогда не ошибался, поэтому сотни отважных джигитов глядели на девушку издалека, не решаясь даже подойти к ней. И вдруг однажды появился юноша, который с первого взгляда, как и все остальные, влюбился в красавицу. Но он мгновенно перелез через ограду, подошел и поцеловал девушку. «Ах!» – вскричали джигиты. «Сейчас он умрет!» Но юноша поцеловал девушку еще раз и еще, и она тут же согласилась выйти за него замуж. «Но как же так?» – воскликнули остальные джигиты. «Ты, мудрец, предрекал, что поцеловавший красавицу умрет». «Так и будет», – ответил мудрец. «Но я никогда не говорил, что это случится тотчас. Он умрет когда-нибудь потом, когда после многих лет счастливой жизни придет его срок». Непутевый сын. Был у старца непутевый сын, ни в чем отца не слушался и как мог обходил его слова. Не знал отец, как справиться с ним, и решил вколоть бревно на середину двора. И каждый раз, когда сын его ослушивался, он забивал в это бревно по одному гвоздю. Наступил такой момент, когда на бревне уже не осталось места для гвоздей. Посмотрев на это, сын ужаснулся и решил исправиться. И отец за каждый его хороший поступок стал выдергивать из бревна по одному гвоздю. И в тот день, когда последний гвоздь был выдернут, сын, посмотрев на бревно, заплакал. На вопрос отца «почему?», сын ответил: «А следы-то остались».